Вы сложно и долго работаете на веках? Не знаете, что делать с опущенным веком? У вас маленький остаток после заживления на веках? Сегодня мы покажем вам процедуру на опущенном веке. Это будет теневая стрелка. Процедуру проведет Александра Кузнецова. Это топ-мастер и преподаватель в нашей школе в Краснодаре. И также Саша является амбассадором нашим. Она знает, как идеально работать на наших пигментах. И сегодня расскажет и покажет все тонкости. А я буду ее мучить всю процедуру вопросами. У нас опущенное веко. Расскажи, Саш, и покажи, как ты рисуешь на нем вообще эскиз, в принципе. Рисуешь ли ты на двух глазах или на одном набрасываешь? Подробно, пожалуйста. Хорошо. Начинаю с того, что я прошу прямо посмотреть мне в глаза. Выравниваю так, чтобы у меня глаза были примерно на одной горизонтали. И оцениваю, насколько у меня нижнее веко, нижний уголочек опущен относительно внутреннего уголка. Здесь мы будем делать небольшую ширину от середины века над зрачком. Начнем немножечко расширять и выведем чуть выше стрелку, так, чтобы у нас глаз поменял немножко направление. Начну я с того, что я определю, какое веко у меня более открытое, а какое более упавшее. И начну с того, которое упало, которое ниже. Объясню почему. Потому что если я буду на более открытом рисовать, сразу нарисую большую шикарную стрелку, то на том веке, которое у меня более закрытое, я не смогу нарисовать такую же стрелку. Естественно, обработаем кожу хлоргексидином до того, как приступим к эскизу. Если есть какая-то пудра или тональное средство, я мицеллярной водой предварительно всю зону вокруг обработаю, а затем обработаю хлоргексидином. Сейчас я буду использовать просто карандаш твердый. Иногда я использую гелевую ручку, гелевую пасту для того, чтобы вывести стрелку. Так как я буду делать теневую стрелку, я буду сразу рисовать карандашом и подтушевывать ширину тени сразу карандашом. То есть я использую средство, которое тонко рисует, черную гелевую пасту, только тогда, когда рисую стрелку классическую. У нас веко, которое ниже, это получается правый глаз. То есть здесь больше складочек и меньше простора. Прошу смотреть человека прямо и зафиксировать взгляд. Я ставлю руку на лоб и пальцами фиксирую немножечко мышцу и придерживаю указательным пальцем глаз, чтобы он не двигался пока я намечаю выход стрелки. То есть если человеку нужно моргнуть, он просто спокойно моргает, я отпускаю, потом опять фиксирую. А я умею так фиксировать, что и не моргнуть. Глаз-то засохнет. Она моргнет потом в свободное время, когда тебе это не нужно. Зафиксируй так, чтобы она не могла моргнуть. Покажи, это важно, потому что иногда бывают моргучие клиенты, и с ними вообще фикс работаешь. Да, веко дрожит и невозможно. То есть нужно круговую мышцу глаза зафиксировать максимально. То есть я кладу большой палец на кость и указательный палец, и все, и она уже в принципе не моргнет. Попробуйте моргнуть. Уже гораздо сложнее. Уже сложнее, да. Ты почувствуешь. То есть, по сути, как во время процедуры, та же самая фиксация глаза, только открытого. Если мне нужно подкорректировать какие-то нюансы по эскизу, я использую мицеллярную воду и ватную палочку. Покажи, Саша, чем ты работаешь, какими карандашами, мицеллярной водой и вообще, чем ты работаешь в процедуре? Я использую карандаш черного оттенка и коричневого. Черным я вывожу стрелку, а коричневым буду рисовать тень. Также я использую для корректировки эскиза мицеллярную воду, ватную палочку, и предварительно я обработала кожу хлоргексидином. Я сейчас сделаю наметку на одном глазу, на другом глазу и попрошу посмотреть прямо на меня и оценю симметрию. Так как внешний уголок глаза у нас опущен, то всю межресничку в нижнем уголке, во внешнем уголке я не захватываю прокрасом своим. То есть какой-то ряд ресниц я захвачу, но основная ширина у нас пойдет уже над ресницами. Тем самым я не усилю падающий этот уголок, не усилю это движение. Я натягиваю кожу, чтобы у меня было поменьше складочек и было удобнее вывести тонкую линию. Я хочу, чтобы кончик у меня был прям очень-очень тоненький, такой в одну волосиночку, но при этом растушеванный, то есть кончик не будет графичный. Вообще у тебя есть какие-то предпочтения в работе? Ты любишь больше всего теневые стрелки или плотные? Или ты в зависимости от глаза клиента работаешь? Выбираешь технику? Классическую плотную стрелку, мне кажется, я делала последний раз, наверное, год назад. И практически всегда это что-то с тенью, что-то мягкий верхний край всегда делаю.
Классические стрелки вообще не люблю, на самом деле. То есть такой макияж, он всегда обязывает к подкрашиванию ресниц. Сейчас немного все-таки решила захватить еще нижний край, чтобы глаз больше был. Потому что я как-то рано начала поднимать вверх. Мне показалось, что я уменьшаю глаз. Существует такое мнение, когда опущенное веко, что надо стрелку саму, ну как бы сам рисунок оторвать от глаза, от межреснички, дальше, чем обычно. Делаешь ли ты так? Ну то есть пустое место в уголке глаза оставить по нижней линии? Нет, я так не делаю. Я стараюсь максимально захватить все реснички. И приподнять и Просто, загнуть? Да, приподнять и загнуть, влиться в ресницы, потому что это всегда будет выглядеть странно, что не докрашен как будто глаз во внешнем уголке. Мизинец у меня всегда опирается, чтобы линия была стабильная. У нас получается опущенное веко. У нас реально весь глаз имеет направление вниз. И наша задача приподнять. И я спрашиваю, будет ли Саша заполнять тенью вот это место, чтобы в общем с расстояния примерно в 1,5 метра вот нашего социального общения глаз выглядел обычным, миндалевидным, а не опущенным. Я буду оставлять кончик таким тоненьким, а тень буду накладывать примерно вот в это место. От середины века и вот сюда. И ты будешь работать двумя цветами, да? Да. Ну, для стрелки, для межреснички, для нижнего края буду использовать черный. Для тени буду использовать пигмент для век, который теплый, он называется кофе. Когда ты выбираешь цвет тени, ты как-то ориентируешься на, не знаю, цвет волос, цвет глаз, вот на это все? Да, я ориентируюсь на цветотип, я смотрю, какого цвета ресницы, какого цвета волосы, есть ли какие-то покраснения на веке. Иногда бывает, что очень сосудистое веко, в целом с красным подтоном. Тогда я буду лучше использовать графит для тени. Цвет, который будет холоднее, нейтральным серым заживет. А как ты относишься к цветным теням, вообще разноцветным? Не люблю и не делаю. Я считаю, что лучше, если тебе хочется какого-то разнообразия, дополнить это иногда при помощи макияжа. Потому что всю жизнь, ну не всю жизнь, но все равно достаточно длительный период ты будешь ходить с одним цветом на веках. Это может надоесть. Хотя, если это будет просить меня, например, пожилой человек, пожилая женщина, которая привыкла красить, например, там каким-то сиреневым цветом всю жизнь, то, возможно, я сделаю такое. С устоявшимися вкусами и маленьким остатком жизни? Симметрию я определяю, зрительно проведя, ну или используя карандаш, горизонталь между внешними уголками глаз. И замеряю расстояние от кончика стрелки до вот этой линии горизонтальной. У меня должно быть одинаковое расстояние что слева, что справа. То есть не должна одна стрелка подпрыгнуть, а другая упасть. Если это сделать сложно, то можно использовать, например, приложение в телефоне или в камере, сфотографировать, там есть направляющие, и тоже прекрасно видно, ну, выстроить эту линию именно на фотографии, тогда тоже будет видно, ошибся ты по симметрии или нет. Это называется сетка просто в телефоне, сетку наложить, во всех телефонах это есть. Саш, ты прорисовываешь прям тень, когда рисуешь эскиз? То есть ты прям показываешь почти идеально готовый вариант клиенту, чтобы он понимал, что будет потом, да? Да, так и есть. Угу. Вот сейчас я закончила эскиз самой стрелки и буду немножко притенять. Ты всегда работаешь карандашами или это могут быть тени? Тенями не работала никогда. Никогда не работаешь тенями? А с чего ты начинаешь процесс? Со стрелки или с теней, когда работаешь? Со стрелки, с межреснички. То есть ты сейчас, по сути, тень прорисовываешь просто, чтобы сама понять, как глаз изменить, и чтобы клиенту показать, потому что потом ты не с теней начинаешь. Да, но я все равно на эскизе зафиксирую ширину и форму тени. Все, я заполняю и смотрю прямо. Ну, мне уже, в общем-то, нравится. Я сильно большие тени не хочу делать. И на второй глаз перехожу. Заполняю тень здесь.
По итогу у нас все равно цвет теней не будет слишком теплым, он будет нейтральным коричневым, но и не серым. Это будет такой легкий градиент, который можно будет подправить, ну, изменить, точнее, любыми тенями другими. Всю межресничку я на эскизе не закрашиваю, кстати. Ну да, это бессмысленно. Если бы ты сейчас обучала людей, ты с чего рекомендуешь начинать вообще? Со стрелки классической или с теней, вот когда на веках учатся? Ну, понятно, что межресничка всегда входит в процесс. Да, лучше научиться делать классическую стрелку плотную, а потом переходить все-таки на тени. Тени — это такая уже, как считается, повышение. Нужно овладеть прям идеальной растушевкой на бровях, на губах, равномерной. И дальше уже приступать к работе на веках, потому что на веках очень тонкая кожа, тут вообще, в принципе, любое заглубление — это все фатально. При том, что у нас пигмент концентрированный используется на веке, и если заглубиться, закопаться в растушевке, то удаление будет. То есть само оно никуда не денется. Ответственно, в общем, надо подходить. Ну и, наверное, про стыки и пятна, да, это тоже на тенях зло. Естественно, да. То есть нужно увидеть уже свои работы в растушевке бровей идеальные, и только потом приступать к растушевке на глазах. Так, а сейчас брови расслаблены? Угу. Прошу расслабить, потому что бровь может тянуть эту стрелку, и ты так не поймешь, кончики симметричны или нет. Можно попросить закрыть, а потом открыть глаза, да? Угу. Тоже. Если у человека активная мимика, то можно, естественно, если одна бровь поднимается, то тянется и века за ней со стрелкой, и тогда сложно понять и найти, поймать симметрию. Можно попросить человека закрыть глаза и пальцами немножко расслабить, поразминать мышцу лобную, а потом открыть и оценить. Немного смешаю с черным цветом вот здесь, потому что здесь у меня будет акцент, яркость. Ну вот, в общем-то, мне все нравится. Чуть-чуть. Как долго ты рисуешь эскиз обычно? Я думаю, где-то в районе 15 минут. Ну, без разговоров, да? Да. Ты рисуешь полностью эскиз и потом показываешь клиенту, или ты, когда ты работаешь с клиентами, нарисовала один глаз, показала, потом уже начала симметрию искать? Нет? Нет, я так не делаю. Я два рисую. Рисуешь сразу красиво и показываешь, да? Если она сейчас начнет говорить: ой, мне кажется, надо вот здесь повыше, пошире, что ты будешь делать? Подправим. Найдем компромисс. Чаще всего с опытом уже как-то соглашается. То есть, если делаешь сразу красивую картинку, то сразу бах, себе человек понравился и все, да? Да. И согласен. Держите зеркало. Смотрите, что нравится, что хотелось бы подправить, добавить. Все отлично. У меня есть правило у самой, я думаю, Саши тоже так. Когда ты нарисовал эскиз, ты уходишь заниматься подготовкой к процедуре и не смотришь на клиента минут 5. Потом ты возвращаешься, и ты уже четко видишь нюансы, которые надо поправить. Потому что когда ты рисуешь там 5-10 минут эскиз, или там 40 минут, смотря кто, ты перестаешь видеть детали симметрии. Поэтому это практика, которой я рекомендую всем придерживаться во время работы. Порисовали, потом просто не смотрите в лицо человеку, он смотрит на себя, ищет какие-то недостатки там в эскизе, а вы в это время готовитесь к процедуре, что тоже занимает время, там наливайте пигмент, барьерную защиту, там всякие палочки, вот это все, когда будет полностью готово, подходите и смотрите, кидаете последний взгляд на клиента. Все, мы теперь готовимся к процедуре.
Итак, у нас есть две машинки, они с разным ходом иглы, и сейчас Саша покажет, как менять жесткость удара и расскажет заодно, зачем это делать и в каких случаях это нужно делать. Я буду использовать машинку Xion S спектра, и на этом аппарате можно менять как ход иглы, то есть делать ее из длиннохода в короткоход. Там в комплекте идет два эксцентрика, один, по-моему, 1,3 мм, а другой 2,5. На этом аппарате сейчас стоит короткий ход, я решила работать длинным. На этой машинке у нас сейчас жесткость стоит заводская, она ближе к жесткой. Я хочу сейчас на веках использовать мягкий режим, чтобы у меня получилась нежная легкая тень без жирных пикселей. В этой машинке это делается, раскручиваем полностью. И здесь есть указатели, две буквы S и H. И вот когда мы поворачиваем, вот я сейчас сделала полностью мягкий режим, прокрутила по часовой стрелке. Если крутить против часовой стрелки, по-моему, здесь 6 щелчков, то мы полностью сделаем на жесткий режим. Его можно, например, использовать на процедуру волосковую. Все, я обратно закручиваю. Сколько сейчас ты сделала еще раз? Я сейчас просто полностью до конца докрутила в сторону, там стрелкой указано, в сторону до буквы S. Самый мягкий, получается, режим выставила. Все. Так, про фиксацию эскиза и нанесение анестезии. Расскажи, пожалуйста. Буду использовать белый карандаш и красную ручку, которая плохо стирается с кожи. Это Pilot G1, наш любимый. Начинаем. Поворачиваю голову так, чтобы у меня была плоская часть, не под углом. Ставлю руки, как при прокрасе, то есть я фиксирую. Закрывайте глаза. Стараюсь не ставить пальцы на сам эскиз, чтобы не смазать. Расправляю все складочки и начинаю прокрашивать кожу под стрелкой. Захожу прямо издалека, чтобы у меня везде было плотно прокрашено. Был большой толстый слой карандаша. Так он меньше шансов, что он сотрется быстро. Это водостойкий карандаш или просто белый? Просто белый, плотно, который дает плотное покрытие, не водостойкий. Что ты рассказываешь клиенту вот в этот момент? То есть ты сейчас, понятно, что как бы не с клиентом работаешь, но ты уже должна что-то начать говорить. То есть как себя вести во время процедуры, что ты будешь предупреждать, правильно? Ты не молчи, ты это все давай нам расскажи. Как будто ты ведешь себя вот в норме с обычным клиентом. Когда я закрепляю эскиз, я рассказываю о том, что у нас будет сейчас использоваться анестезия, рассказываю о ее безопасности и опасности, что нельзя открывать глаза во время процедуры, пока я не попрошу, и вообще о всех этапах процедуры. Сейчас мы закрепляем, получается, нижний край стрелки, и я сразу ставлю себе точку, где у меня будет заканчиваться стрелка. Красной ручкой? Да, маленькую точечку, получается, за пределами карандаша. Что будет, если на карандаш поставишь? Тогда ручка не впитается и след сотрется вместе с карандашом, когда мы начнем протирать. Так, сейчас поворачиваем голову, закрепляем нижний край. Ты работаешь всегда с одной стороны, да, на веках? Да. У тебя есть предпочтение, с какой стороны начать? Сложное для тебя веко, и ты с него начинаешь, или все равно? Что ты советуешь своим ученикам во время обучения? Обычно я начинаю с ближнего глаза, но закрепляю я сразу два. То есть и на том мы закрепляем нижний край, чтобы не потерять направление, которое мы так долго выводили. Но прокрашиваю я обычно, и ученики тоже с ближнего глаза, как-то так привычнее и удобнее. То есть у меня нет каких-то в этом плане правил. Я также сейчас форму тени тоже вокруг прокрашу белым цветом. Это попытка зафиксировать границы теней, получается? Да. Угу. То есть всю дымку, которая у меня на эскизе нарисована, я ее обвожу. Заметьте, при всей легкости и изящности эскиза с открытыми глазами, какой объем работы предстоит. Кажется, что там ерунда, а на самом деле прокрашивать нужно широкую часть. И очень часто, когда растягиваешь веко, там в 2-3 раза увеличивается объем работы. Поэтому, когда
рисуете эскиз, учитывайте это, потому что века обычно сложено гармошкой, когда открыт глаз. И когда клиент ложится, и вы начинаете растягивать веко, вы понимаете, что там работы на несколько часов, и вы можете не справиться. Поэтому не стремитесь рисовать прям какие-то большие, бесконечно большие тени, особенно если вы начинающий мастер. Начинайте с маленького. Мы сейчас будем наносить анестезию, а вам нельзя будет открывать глаза вообще. Нельзя будет их жмурить, то есть лежите просто расслабленно, как будто бы вы спите. Используя анестезию Акриол Pro, я на ватный диск себе горошинку выдавливаю и распределяю по векам микробрашем. А почему ты не лезешь сразу туда микробрашем? Чтобы все было одноразово. Это стоматологический инструмент, но он нам очень помогает, потому что помогает точечно наносить анестезию, не попадая в ресницы. Нам нельзя допустить, чтобы крем попал в ресницы, и, соответственно, оттуда он может попасть в сам глаз, на слизистую. То есть ты не пытаешься в межресничку положить крем, а будешь ли ты работать в межресничке? Буду. Но то нам будет больно. Первый проход будет немножко неприятно, но это все терпимо. Немножко царапаем кожу, наносим анестезию вторичную. Но на самом деле я расскажу свой опыт. Мне Саша недавно делала процедуру, и Саше это тоже, возможно, поможет. Я тебе хочу сказать, что первый проход самый безболезненный. Ты можешь спокойно ковырять все абсолютно, при условии, что она полежит нормальное количество времени, анестезии, и не бояться, потому что обезболивается не только то место, куда ты положила, но и межресничка, та, что рядом лежит, в районе где-то миллиметра влево и вправо, все обезболено. Поэтому можешь смело работать. Она обезболивает не только то место, где вот ровно, четко она лежит. Я нанесла анестезию не везде, где у меня карандаш, то есть я до краев эскиза не дошла, что снизу, что сверху. Сейчас я положу на каждый глаз пленку, и она немножко там распределится, но мне самое главное, чтобы клиент не шевелил глазами, не двигал зрачками, чтобы не потянула пленка эскиз и не смазала его. Чтобы анестезия не подсохла, потому что будем держать мы ее минут 10. Получается 10 минут. Анестезия будет лежать на веках. Пленка для того, чтобы анестезия не засохла, не стала как корочка. И плюс под пленкой она срабатывает лучше, да? Смотрите, я от переносицы начинаю, ставлю палец. Вот это, кстати, ошибка. Я за нее по башке студентам давала. Когда ты говоришь «смотрите», на тебя берут и смотрят. На меня? Рефлекторно, да. То вот сейчас за тобой, чтобы не повторяли, вот эти мелочи все надо проговаривать. То есть ты не можешь говорить «смотрите», потому что тебя послушаются, поняла? То есть ты должна говорить «я сейчас начну», окей. да, или «я сейчас прикоснусь к вам». Ну вот это все, поняла? Ага. Накладываю пленку, придерживаю пальцем у переносицы и отпускаю, чтобы она у меня просто легла. И вокруг немножко прижимаю, чтобы она особо не приклеивалась. О, новости какие. Серьезно? Не приклеиваешь? Да. Я всегда приклеивала. А как так срабатывает? Там же тоже воздух. Парниковый эффект и все. Ну вот, интересно. Оно и не засохнет. Ладно. Ну ладно, у всех свои фишечки. Ну реально, то есть, несмотря на то, что Саша 10 лет со мной проработала, у нее свои какие-то методы достижения идеального результата. Поэтому я иногда удивляюсь, когда смотрю. Я же не видела, что она со мной делала, когда мне веки делала. Ну, то есть вокруг воздух-то у нас приклеился, край пленки, и туда уже не попадает воздух. Сейчас крем может немножко пощипывать на коже века, это нормально. Если вы чуть-чуть даже легчайшее покалывание почувствуете внутри, это уже плохо. Это значит, что анестезия попала внутрь глаза и действует уже на само глазное яблоко. Этого нельзя допускать, то есть вы должны сразу же мне сказать, если вам слегка уже пощипало внутри. Если анестезия попала, то в составе крема у нас содержится вещество, которое там условно взрыхляет верхний слой кожи. Соответственно, то же самое происходит и с роговицей. А это очень плохо, и получается у вас может быть ожог в самом худшем случае. И у вас после процедуры могут быть зрачки разного размера, вы можете плохо видеть. В общем, это опасно, поэтому не открываем глаза и не допускаем, чтобы анестезия попала внутрь. Аппарат заправляем в барьерную защиту.
Главное это делать над кушеткой, чтобы машинка не упала на пол. Кто-то любит обворачивать машинку бандажным бинтом. Я не люблю его. Я буду пленкой запаковывать. Пищевой пленкой оберну. Вставляем картридж. Предварительно мы его показываем клиенту до того, как нанесли анестезию, чтобы он увидел, что он одноразовый. Я буду использовать картридж Quadron. Не делаю 25 диаметр, потому что уйдет много времени на прокрашивание межреснички. Поэтому я беру 30. Он, в принципе, для теней тоже подходит прекрасно. Ну, размер пикселя получается более. Ты одела перчатки и потрогала все, что можно вокруг. Какой смысл в перчатках? Ты перед началом работы все обработаешь антисептиком или что? Ну, перчатки, да. Перчатки поменяют, точнее. Почему ты не любишь ленту? Она же удобнее реально. Ну, она утолщает машинку, я не люблю. И у меня она имеет какое-то вот это вот ребристое покрытие, и получается, что пальцы у меня как-то не устают, если честно. Обрабатываю во время процедуры очень часто антисептиком, так как иногда бывает, что что-то трогаешь, что лежит на полках, что трогаешь, что не одноразовое, точнее. Что за антисептик? Антисептик, Чистодес, Стилодес, у них много названий. Антисептик для рук и для кожи. Ну, то есть им можно дотрагиваться перчатками, когда обработаешь, можно дотрагиваться до клиента. Есть антисептики для поверхности, ими нельзя обрабатывать перчатки, так как они вызывают аллергии, если попадают на кожу. Сейчас я готовлю пигмент, вазелин выдавливаю на ватный диск. Зачем тебе вазелин? Вазелин я буду использовать в работе. Буду ватным диском протирать кожу во время процедуры. И также он служит как клей, чтобы у меня капсы не улетели. Буду использовать 2 цвета. У меня во время обучения была куча историй, когда путали цвет и начинали красить тени черным, думая, что сейчас получится. Ой, смотри, как хорошо ложится. То есть вот давай, расскажи про капсы. Используем капсы разного цвета, чтобы не перепутать во время процедуры, где какой цвет. То есть у меня будет в одинаковых голубых в одной анестезия, в другой коричневый, а в сером будет пигмент для черной стрелки. Я буду использовать два цвета. Черный для стрелки, кофе для растушевки. Делаешь ли ты растушевку черным? Нет. Никогда? Только если это мягкая межресничка, и там будет очень маленькая вот эта часть растушеванная, тогда да. А если речь о тенях, то никогда не делаю черным. Трясем пигмент, чтобы смешались все составляющие. Как долго ты трясешь его? Ну, секунд 40-30. Ты сейчас со склада новый взяла, поэтому лучше Нет, там все вот потрясти хорошенько. Да, если новый пигмент только купили, перед открытием надо прям минуты 2, наверное, трясти, да? Либо если он долго стоял, да. Я не считаю капли, потому что я не разбавляю его, черный. А пигмент для теней я буду разбавлять, чтобы снизить концентрацию, чтобы у меня получилась легкая дымка. Считаешь ли ты, что нужно теплить черный пигмент корректором, чтобы он не зажил синим, как многие считают? Я не считаю, что нужно подтеплять черный цвет коричневым, красно-коричневым, оранжевым. Во-первых, это снизит его яркость. Сейчас я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я буду делать 6 капель пигмента и 2 разбавителя. Во-первых, мы корректорами снижаем яркость, то есть он уже не будет ярким черным цветом, он уже будет выглядеть более тускло при заживлении. И опять же, мы погружаем не глубоко, и пигмент у нас не искажается по цвету. Черный цвет смотрится черным тогда, когда он положен максимально поверхностно. Он не искажается
слоем кожи, который над пигментом при заживлении появляется, поэтому используем черный чистый цвет. Сейчас тщательно перемешиваю с разбавителем кофе. Считаешь ли ты, что нужен миксер для пигментов? Да, это все маразм. Расскажи, какую анестезию вторичную ты используешь? Анестезия – это состав ампула адреналина, ампула лидокаина 10%, это 100 мг на миллилитр, и сантиметр фенистилгеля. Сколько хранится анестезия? Анестезию лучше держать в холодильнике, так как адреналин хранится при максимум плюс 15. Он теряет свои свойства. Ну, вообще вы увидите, что анестезия испортилась, потому что она начнет менять оттенок на более розовый. Тогда уже она не будет действовать. Сколько ты держишь на веках первичную анестезию и почему больше или меньше? Стараюсь не больше 10 минут, потому что если передержать, то кожа становится, ну, как бы уже слишком такой взрыхленной, что ли. То есть в нее уже сложнее внести пигмент, она как будто бы уже поцарапанная, больше отека. Я замечаю вот такое. То есть я стараюсь не передержать анестезию, я снимаю ее сразу с 2 глаз. Подготовим ватные палочки. Я делаю часть сухих себе кладу и часть палочек ватных я сразу опускаю в стаканчик с водой. Перед тем, как снимать и дотрагиваться до кожи, я уже буду обрабатывать перчатки. Я не считаю, что нужно менять перчатки часто. Ну, как бы вот, если там что-то потрогал, то менять на новые. Так как они в пачке, они не стерильные. То есть достаточно просто обработать и высушить. Саша, расскажи, покажи, как ты снимаешь анестезию, чтобы не потерять эскиз, пожалуйста. Угу. Я убрала пленку, взяла салфетку. И сейчас буду слегка прикладывать ее к веку, к анестезии и промакивать. И убирать вверх, движением вверх. То есть я ее не в бок убираю, а вверх, чтобы не смазать эскиз. Проверяю, не осталось ли анестезии в межресничке. Я сняла анестезию, сейчас буду ставить маленькие точки с расстоянием, чтобы закрепить линию, где у меня идет тень. Я ставлю ее не на белый карандаш, а как бы рядышком с ним. Я вообще не чувствую. Да я практически ничего не делаю. Тут сейчас важный нюанс. У тебя тень на самом деле до середины зоны, которую ты отметила. Как ты поймешь, в какой момент остановиться с темным цветом и начать делать вот эту растяжку? Да. Я просто зрительно смотрю. Вот у меня расстояние от белой линии до линии ресниц. Угу. Я просто смотрю, сколько она у меня занимает в процентном соотношении. Но где-то вот в этом месте она прям делит пополам это расстояние. И я на это ориентируюсь. То есть даже когда будет отек, и я растяну, я все равно найду эту середину, расстояние зрительно поделю, и здесь остановлюсь черным цветом, и все. А здесь у меня просто плавно черный цвет сходит тоненько ниже к нижней линии. То есть вот это красные точки – это единственное место, да? Ты не рисуешь точки там, где градиент начнется, там закончится? Ну, здесь у нас сейчас слой карандаша, можно поставить, но просто есть большой шанс, что они смоются сейчас сразу, когда я буду. Я почему спрашиваю? Тени бывают разного размера, ты же понимаешь, конечно. И разной толщины в разных местах, потому что глаза у всех разные, и мы должны вот эту тень запомнить. Вот чтобы не запутаться и лишнего не нарисовать, вот эти детали, мне интересно, как ты работаешь. Да, если, конечно, новичок, то лучше прям зафиксировать еще дополнительно. То есть то место, где темное заканчивается, и где начинается уже прям прозрачная тень, да? Да. Все, я готова к прокрасу. К началу работы? Угу. Начинаешь ты с какого цвета? С черного. Начинаешь ты с ближнего к себе глаза, это просто привычка, ничем не... Просто привычка, да. Но вообще не имеет значения, как по мне. Я сейчас закреплю тоненько единой линией низ на этом веке, потом перейду сразу на это. И не нанося анестезию, буду продолжать работать здесь, и потом только
перейду на тот глаз. Какой вылет иглы ты любишь использовать на веках? Обычный средний вылет иглы, то есть не слишком длинный, так как я не люблю, когда вот эта вибрация идет боковая. На этой машинке у меня 2,5, и я люблю вот этот вылет для век. То есть слишком длинный, например, как на Тандере, я не очень люблю. Ну, это личные предпочтения, да? Вот ты просто любишь и все. Рассказывай сразу, что ты делаешь мелкими Я сейчас штрихами. закрепляю, да, мелкими штрихами нижний край стрелочки. Как вам по ощущениям? Ну, слегонца вообще так мало ощутимо. Маленькие покалывания. Я не делаю движения в коже, то есть я все время вылетаю, я делаю мелкие штришки, как будто рисую волосок. Движение похоже на волосок, да? То есть у тебя вот эта нижняя линия, она будет плотной, или ты хочешь, чтобы она тоже была как, У меня как дымка? она будет где-то вот в этой части плотная, а за где-то миллиметров 5 будет прям вообще легчайшая. За миллиметров 5 до конца ты имеешь Да, в виду? да. Поэтому я сейчас хочу уже сейчас проверить, как ложится, чтобы мне не сделать прям сильно плотно. Как ты проверяешь? Покажи, это важный момент. Я беру мочу ватную палочку, немного с нее убираю воды об ватный диск и где-то в одном месте прям протираю прокручивающими движениями, очень мелкими. То есть я маленький участок должна стереть. И я вижу, что у меня вообще все очень хорошо осталось. И продолжаю. То есть я сейчас вот здесь буду делать меньше наложений штришков друг на друга, чтобы у меня получилась еще прозрачная эта линия. Я ставлю аккуратно, чтобы максимально белый цвет сохранить, который у меня фиксирует размер тени. То есть я здесь делаю штришки более длинные и более легкие. Все. Здесь тоже проверю, чтобы кончик не потерять. Я закреплю и здесь тоже, потому что здесь у нее глаза не слезятся, но на всякий случай я это сразу сделаю. Иногда бывает, глаза очень сильно реагируют на прикосновение, на работу иглой и прям очень сильно слезятся. И если этот глаз сразу не закрепить, то эскиз может слезой тоже размыться. Нам это не надо, поэтому лучше перестраховаться. Я ставлю руки полностью на лицо, то есть у меня левая рука полностью лежит на лбу клиента. Здесь прижимаем круговую мышцу глаза средним пальцем, большим пальцем я закрываю веко, как бы у меня движение пальца этого в бок. Большой палец немножко закрывает и тянет на себя, а указательный палец тянет влево, а средний палец тянет от себя. А мизинцем руки с машинкой я оттягиваю нижнее веко. И мне полностью моя кисть лежит на лице клиента. То есть я не боюсь, я как бы своим весом даже прижимаю ее голову. Здесь я буду двигаться от ресниц вверх, то есть на том глазу мы двигались наоборот, на себя линией. А здесь я как бы пристыковываю штришки наверх. Растягиваю кожу от мелких складочек прям максимально. Получается, что дымчатая часть стрелки у нас как раз там, где морщинки начинаются, да, такая полупрозрачная, мягкая. Морщинки при открытом веке, когда складывается оно. И ты, получается, положила руки таким образом, что она не сможет, твоя модель, ни поднять голову, ни открыть глаз, ни дернуть головой, ни повернуть, ничего вот этого, что может помешать работе. Это очень важный момент. Руки плотно лежат на лбу, прижимают голову к кушетке, то есть нету шанса дернуться клиенту. Очень многие пишут, что делать? Черканула по носу, черканула по нижнему веку, по лбу черканула. То есть во время работы клиент просто берет, там, отворачивается, уворачивается и тянется рукой, чтобы почесать нос. Вот эти все движения, они могут привести к тому, что создаются вот эти вот чирки, которые потом приходится удалять. И они, кстати, остаются четенько все, как я заметила. Вот, как присылают фотографии, там хорошо ложится Веко все. не прижилось, а чирка прижилась. Да, получается, на веке, которая к тебе ближе, ты работаешь штришками на себя, а на веке, которая дальняя, штришками от себя поднимаешься наверх, правильно?
Все, я сейчас начинаю прокрашивать межресничку и черную часть. Делаю это от уголочка штришками. Штришки примерно там 2-3 миллиметра. Штришки у тебя откуда, куда направление? Расскажи, пожалуйста. В межресничке они просто параллельно линии ресниц идут. Когда я выхожу, ну и также параллельно линии, которую я сейчас зафиксировала по нижнему краю. Когда я буду подходить к своим красным точкам, то я немного изменю угол штрихов, и они у меня будут идти как бы под 45 градусов относительно линии ресниц. Сколько примерно штрихов у тебя ложится на вот эту вот толщину стрелочки и межреснички? Я сейчас прям максимально плотно стараюсь красить, то есть где-то, наверное, ну, раз 50 я здесь как бы на одном этом участке маленьком, на каждом миллиметре. Но на самом деле это не поймешь, пока не проверишь. То есть я сейчас буду немного здесь стирать, смотреть, как ложится, и ориентироваться на остаток, и дальше уже, соответственно, усиливать или наоборот останавливать. Ну, то есть, по сути, это зависит от кожи, да, и от нажима, но количество штрихов, оно, в общем-то, неизменно, да, то есть ты одинаково примерно 50 штрихов кладешь на вот такую толщину. Ну, первый проход, чтобы понять, да? Да. Расскажи, пожалуйста, Саша, под каким углом ты держишь машинку и почему? Всегда стараюсь держать машинку под 90 градусов. Века все равно и отекает в процессе процедуры, и нам нужно залазить в саму межресничку, и мы себе пальцами выворачиваем кожу так, чтобы она подстраивалась под положение иглы, чтобы нам всегда быть под 90. Если мы будем погружать иглу под углом, то пигмент у нас начнет распределяться за пределы ресничного края, у нас будет там голубая дымка. То есть нам нужно погружать иглу всегда под 90, тогда пигмент будет там, где мы его положили. В межресничке я стараюсь работать такими более прям гладящими движениями, потому что хоть и не видно сосудиков, но мы можем попасть в сосуд. Покажи, пожалуйста, еще раз, как ты меняешь, знаешь, как, положение? Да, вот это вот как бы маленькое движение, когда ты веко подвыворачиваешь, чтобы игла все-таки была под 90 градусов, хотя ты работаешь там внутри, снаружи, вот это все. Я сейчас держу большим и средним пальцем веко, как бы я его растягиваю от себя и на себя. А указательный палец у меня веко может приоткрывать как бы и, видите, менять положение. То есть у меня глаз закрыт, зафиксирован, даже когда я его как бы вот этим пальцем указательным приоткрываю, то клиент не может открыть глаз. То есть я только вот этот участок для себя подвыворачиваю. И, соответственно, я могу вот этот участок красить под 90 градусов. Если я отпускаю и не меняю положение, то мне нужно поменять положение руки и вот так красить. Но это абсолютно неверно и неудобно. То есть мне нужно вывернуть и красить под 90. И получается, можно промахнуться и возле контура под острым углом поработать и создать вот эти подтеки, да, которые часто появляются у новичков. Вот и таким же образом мы идем в часть у носа, которая здесь очень важно работать легче, то есть здесь у нас не должен быть прям плотный прокрас, потому что у нас акцент, в принципе, не на внутреннем уголке, а на внешнем. То есть здесь у нас уже цвет уходит на нет. И стараться захватывать все реснички и держать края межреснички, внешний и внутренний, которые вот здесь, параллельно друг другу, ну то есть не создавать какие-то волнообразные части, да, то есть чтобы у нас все смотрелось единой линией. Чтобы не было бугров, да, получается, да. в этой тонкой части. Еще раз, ты, получается, прокрашиваешь во всю длину межреснички до последней ресницы, и вместе с тем, как сужается у тебя стрелка, вместе с этим она становится как бы светлее, да, к носу. Задача такая. Мягче, не так плотно я накладываю. Вот, кстати, сейчас я чуть-чуть вижу, что легкий цвет пошел по сосуду, поэтому я сейчас буду быстренько... Это очень интересный момент. Хоть что я может здесь прям была да. и максимально поверхностно, да, но вот чуть-чуть попал пигмент в сосуд, я беру ватную палочку мокрую и прям выдавливаю пигмент по направлению к ресницам. От этого никто не застрахован, никакой опытности мастер, когда пигмент начинает в сосуде распределяться.
Особенно, когда вы работаете в межресничке. Но если вы видите вот это распределение дымки, то берете сразу ватную палочку мокрую и выдавливаете, очищаете. Все, у вас проблема исправлена. Но надо это делать сразу. Да, То есть иначе он поплывет выше. Получается буквально пара движений, сосуд чистый, ты идешь работать дальше, да? Да. Ну, кстати, даже если он не среагировать вовремя, то можно пигмент все равно выгнать даже туда. То есть он по кровотоку уйдет. Но у меня были такие случаи, когда мы не успели, и тогда мы уже пигмент не к ресницам гнали, а наоборот прям далеко, и он исчезал. Понятно, прикольная тема. То есть либо сразу и в сторону ресниц, либо если вдруг увидел позже. Бывает такое, что ты прошел просто, да, наверное, в таком случае. Ты прошел, перешел на другой глаз, и бах, и на предыдущем глазу увидел, что дымка пошла уже, да, и ты, получается, очищаешь в другую сторону. У меня сейчас идет слеза, и я себе ее сразу осушаю, потому что если я сейчас залезу, у меня все поплывет. Ну, если я зайду сейчас с пигментом сюда. То есть ты работаешь по сухой поверхности, правильно? Да. Иначе в луже воды или слезы расплывется пигмент по коже, и будет просто не видно места для работы. А так как это очень тонкое место вот у носа, и, кстати, покажи еще, как ты вытягиваешь. Это сложное место у носа. Покажи, пожалуйста, как ты ставишь пальцы снова. Я немножко переставила большой палец. Он у меня теперь не на внешнем кончике стоит. Я, вот здесь все равно основание большого пальца придерживаю, круговую мышцу, но палец у меня передвинулся ближе к середине, и я тяну прям на себя. И здесь у меня уже не 3 пальца участвуют, а 2. То есть я выворачиваю средним, а тяну большим. То есть я вытягиваю часть уголка вот этого внутреннего на себя прям максимально. Осушаешь еще раз. И становится видно невидное, да? Получается так. И еще очень важный момент, вот здесь вот есть где-то 2-3 ряда ресничек, то есть в этом месте мы ведем не к верхнему краю ресниц линию, а заужаем вовнутрь, то есть к ресничке, которая вниз уходит. Потому что когда если мы уведем вверх, клиентка откроет глаза, у нас будет не по веку идти линия, не по линии века, а уйдет вверх. Здесь вообще не надо никакого акцента делать, мы сейчас здесь такую легкую дымку должны создать. Здесь обычно ощущение похоже на очень сильную щекотку, это от вибрации, скорее всего, машинки. То есть даже когда не больно, все равно как будто бы щекотно. Но щекотно – это видоизмененное чувство боли за счет анестезии. Просто становится клиентам часто, они аж подхихикивают иногда, что вот типа щекотно. Такое бывает, да. То есть было веко спокойно, но все равно, когда во внутренний уголок пошли, стало дрожать. Так, я сейчас хочу немного промыть, но я все равно буду на этой стороне еще работать. Просто хочу убрать грязь, чтобы мне видеть. Получается, ты зафиксировала стрелочку, само направление, там вот это все, да, максимально проработала межресничку и толщину вот черной части, да, и ты уже не паришься, ты уже там стираешь, да, трогаешь мокрыми пальцами, все, тебя уже эскиз, белый карандаш и красные ручки особо не волнуют, да? Да, но я сейчас все равно еще черным цветом дойду, потому что я не дотянула до красных точек, которые у меня были в середине. В первый ряд красных точек, да? Да. Угу, поняла. Считаешь ли ты важным рассказать все ощущения, которые ждут клиента, чтобы он не пугался, то есть вот все вот эти мелочи во время работы? То есть мастера, которые сидят, просто молчат, сопят, не рассказывают, они сложнее себе сарафан создадут даже на самом деле, да, потому что в общем дискомфорт процедуры перевешивает там то, что ты получил, и страх появляется, и там какие-то, не знаю, ощущения неприятные. То есть насколько ты тщательно рассказываешь? Каждое движение свое, да? На веках это гипер важно, потому что глаза закрыты всегда, и клиент вообще не понимает, что происходит, и от этого еще страшнее. То есть, когда у тебя там губы и брови ты делаешь, то клиент, по крайней мере, как-то видит и смотрит, что ты там как заправляешь, как ты там манипуляции все свои делаешь. А с закрытыми глазами вообще еще страшнее. Очень важно комментировать все свои действия. Глаза закрыты, и от этого пугаешься от любого прикосновения. Там, пусть даже не до глаз докасается мастера, а уже дергаешься, потому что не ожидаешь с закрытыми глазами. На веках это прям даже важнее, чем в других зонах. Объяснять, рассказывать все свои действия, описывать.
И для меня уже вот это вот все проговаривание прям на автомате. Я могу менять, видите, направление штрихов. Вот мне просто неудобно сейчас вот здесь вот залазить и на себя делать. Я делаю штришки на себя в межресничку. То есть в плотной части, в принципе, не имеет значения, в каком направлении штрих идет. Просто вот этот, я сейчас, главное, не делать параллельно краю ресниц, чтобы не создать плотную часть, потому что мне нужен плавный градиент от черного в коричневый, поэтому я как бы пушу в эту сторону. Получается, что у тебя черный с размытой границей, и потом в эту размытую границу ты вливаешь более светлый коричневый, который потом у тебя вообще на нет сходит, да? Да. Все, я вижу, что уже так немножко неприятно, и я промою сейчас ватной палочкой мокрой. С одной стороны она мокрая, с другой сухая. Я прокручивающими движениями намочила, а сухой частью собрала. Но вот эти все движения садистские, я много раз видела, как студенты или просто мастера на каких-то обучающих видео очень сильно давят, трут на веко. И по мне так с веком нужно работать максимально тактично, то есть все прикосновения, вот она, видите, даже прокручивает палочку, она не просто ей протягивает ее по всему глазу, минимум трущих движений, потому что я всегда говорю, попробуйте свое веко 10 минут просто ватной палкой туда-сюда почесать, оно опухнет. Вот этот отек, он будет вам мешать в работе, это некомфортно клиенту. Поэтому максимально тактичные движения, нежные такие, знаете, воздушные все, в том числе и вот эти протирания, и сама работа, и прикосновение, как она ставит пальцы, обратите внимание. То есть максимально комфортно, чтобы было глазу и коже. Даже если это не забота о клиенте, это забота о самом себе, чтобы процедура была максимально быстрая, без отека, чтобы можно было нормально сфотографировать в конце, чтобы все красиво зажило и клиент остался доволен, чтобы не было негативных воспоминаний о процедуре у клиента, потому что был там мастер груб, делал больно, тянул, давил, вот это все делал не тактично. Поэтому старайтесь, вот сейчас движения эталонные Саша показывает, как прикасаться, как протирать, как работать. Это все очень важно. Вот эти все детали важны, скажи. Да. Саш, то есть вроде ты даже можешь красить правильно, но протирать неправильно, и у тебя будет отек. Что не очевидно вообще для новичков, совсем не очевидно. Как тщательно ты протираешь межресничку, чтобы увидеть, что лег пигмент, да? Угу. Особенно в ресницах это важно, потому что там застревает пигмент. Его просто одним движением не стереть. Поэтому я точечно прям там промываю, чтобы было видно, где я прокрасила, где нет. По точкам прям стараюсь протирать с вазелином только, чтобы... Вазелином ты в межресничку не лезешь, правильно? Только по коже работаешь. Расскажи о вазелине, потому что он многих смущает. И покажи его в действии. Ага. Я нанесла пальцем вазелин и прям промакивающими движениями, мокрым диском, чистым протерла. Если я буду это делать просто диском, даже мокрым, то я себе красные точки сотру просто механическим вот этим вот движением. Угу. Поэтому вазелин, мне нравится им работать. И я просто кладу себе ватный диск сухой, промокнула пальцы, и ничего не скользит. То есть многие боятся его использовать, потому что скользит рука потом. Измажут все лицо, все веко вазелином. Так, ты сейчас наносишь анестезию, да? Расскажи, как? Нюансы расскажи, пожалуйста. Беру микробраш, при этом держу веко, чтобы клиентка не открыла глаз, и точечно наношу анестезию вторичную. Сейчас может пощипывать, это нормально. Наносишь ли ты ее в межресничку? Да, наношу, я выворачиваю веко, так же, как в процессе процедуры, и закрываю глаз, чтобы клиентка его не открыла и в глаз не попала, потому что начнет щипать. Также опять пошла слеза, я сухой ватной палочкой прохожусь в уголочке внутреннем. Если я этого не сделаю, то у меня, по сути, концентрация анестезии размоется слезой, и здесь у меня не обезболится. Поэтому я по сухой коже ее наношу, и пальцы не отпускаю. Я сейчас подержу минутку вот так, в таком положении вывернутом, чтобы анестезия подействовала, подсохла, впиталась. Потом отпущу. И можно помахать в этот момент. Потому что щипет. В принципе, если веко спокойное, то можно и отпустить, не досушив. Но если прям
жмурится, хмурится клиент, то лучше подержать. Я сейчас быстро здесь пройду первый проход. На левой стороне я сейчас максимально быстро сделаю то же самое и вернусь на правый глаз, чтобы действие анестезии, которую я сейчас положила, не пропало, потому что примерно работает эта анестезия 15-20 минут. Угу. Сколько раз в процессе ты наносишь вторичную анестезию? Ну, по мере ощущений неприятных. То есть стараюсь максимально плотно каждый раз прокрашивать, ну, максимально долго, насколько это возможно. От себя добавлю, что первые 2, то и даже 3 прохода анестезия работает дольше и работать комфортней. А мазать прям очень часто анестезию после каждого прохода полупрозрачного смысла вообще нету. Чем чаще вы мажете анестезию вторичную, тем меньше она срабатывает. Получается такое странное ощущение, что кожа вроде онемела, но больно. Поэтому чем меньше анестезии, тем лучше. Работайте смело первый, второй проход. При правильно нанесенной анестезии первичной прекрасно можно работать и первый, и второй проход. Немножко как будто подтекает И пигмент, довольно я долго. сделала вылет чуть-чуть побольше. Да, на веках прям есть ограничения по времени, как будто бы. То есть наступает такой момент, когда анестезия не берет уже где-то, если ты работаешь больше там, 1,5 часов на коже. Ты перешла на другой глаз. Отличается ли постановка рук, там, натяжение кожи в другую сторону у тебя? Ну вот эти детали расскажи, пожалуйста. Да, так как мы работаем с одной стороны, то здесь я меняю положение пальцев, то у меня получается фиксирует мышцу сейчас средний палец во внешней части, большой палец также прижимает и тянет на себя, а указательный подвыворачивает также межресничку. Я не тянусь на эту сторону, то есть я, когда работала в стрелке, я прям максимально повернула голову к себе, чтобы у меня также не менялся угол внесения пигмента, чтобы игла также была под 90 градусов всегда. То есть я на каждом участке немножко поворачиваю голову клиента. То есть я двигаюсь сейчас к носу и левой рукой отодвигаю от себя голову постепенно, поворачиваю ее влево. Локоть рабочей руки ты всегда кладешь именно так? Или это зависит от размера твоего клиента или от чего? От размера головы, может быть? Да. Потому что, насколько я понимаю, многие мастера боятся положить руку на клиента и держат руку либо на весу, либо как-то неудобно, к себе прижимают. Расскажи о том, что, как удобно работать тебе и почему именно так. В общем, главное правило – это локоть рабочей руки правой, он не должен висеть. То есть от размера клиента, конечно, зависит, как ты опираешься, но просто нужно опереться. Неважно, что это будет грудь, там, плечо. Если это полный клиент, то у тебя вообще может немного даже локоть быть выше, но все равно надо положить руку полностью. И локоть тоже. То есть вот это вот неправильно. Нету контроля, да, получается? Да, получается, можно случайно махнуть не туда. Также еще тоже важный момент. Некоторые клиенты любят руки складывать на себя во время процедуры. Я всегда прошу, чтобы руки были по швам, то есть лежали на кушетке. Потому что клиент может там подвинуться, дернуться и заденет мой локоть. И я случайно ткну условно. Я когда-то давно была на мастер-классе, и там мастер, у которого я была на мастер-классе, сказала положить под ягодицы руки клиенту. И мне, кстати, это понравилось, потому что и запретила вообще во время процедуры их доставать оттуда. Короче, во время процедуры клиент может реально потянуться, почесать, поправить шапочку, задеть машинку, и машинка одновременно там что-то сделать не то на коже. Поэтому можно просить клиентов руки по швам, либо под ягодицы, да. Потому что много движений совершается необдуманно вообще нами. Когда я протираю, я не убираю левую руку. То есть вообще на веках желательно работать с педалью. Это очень удобно. То есть тогда не надо руки никуда отпускать. То есть моя левая рука всегда фиксирует веко и не открывается глаз. Так, опять наношу. Нет, я сейчас не буду наносить анестезию. Я уйду сейчас на правый глаз и буду дорабатывать здесь, а потом уже вернусь и нанесу анестезию предварительно на левый и продолжу.
Но я сейчас здесь меньше поработала, потому что все-таки там мы упустили время, и первичная анестезия уже хуже работала, и больно стало. Доделываю сначала черный цвет максимально, потом промою иглу и перейду на коричневый. То есть сейчас надо прям плотно, хорошо заполнить черным цветом межреснички и нижний край. Верхний я уже не наполняю цветом. Если я где-то вижу какие-то точечные пробелы, я уменьшаю свой штрих, то есть подстраиваю свой штрих под размер этого пробела. То есть можно даже точечно работать. Вот момент, кстати, интересный. Когда я вытягиваю стрелку на себя, то у меня как раз попадает кончик на ребро глазницы, ну, косточки. И получается, что в этом месте не плоско у меня кожа расправлена. То есть я нахожу, двигаю кожу, нахожу максимально ровное место, чтобы вытянуть мне, растянуть кожу на максимально ровной поверхности косточки. Потому что там, где у меня круглится, ну, как сказать, круглее, да, часть круглая, где глазница, где кость, там я могу уйти глубже иглой, потому что работаю не по плоской части. И я так сижу и так поворачиваю кожу. Я могу немножко тоже двигаться во время прокраса влево-вправо стулом своим, чтобы мой штрих был прямым, то есть на себя. Он будет более стабильным. То есть неправильно работать штрихом, когда ты, вот, допустим, вот сидишь вот так, и штрих двигается, ну, я сижу как бы сбоку клиента, а штрих делаю в бок, влево, вот таким движением. То есть так я нестабильно кладу пигмент. То есть всегда надо делать на себя. То есть машинка двигается на себя. Там, где у меня плотная часть, я могу делать движение в две стороны, штрих. Более продуктивный будет прокрас. Можно использовать ватный диск, натягивать им. Сейчас я взяла сухой, потому что немного слезятся глаза, чтобы промакивать, чтобы он был у меня всегда под рукой, близко, чтобы я не тянулась за ним. Потому что во внутреннем уголке слеза собирается, и палец начинает скользить. Могу использовать тоже разные направления в межресничке, чтобы прям уплотнить, перекрещивать штрихи, могу наклонять их, то есть не просто прямо, но и под разными углами. Расскажи, что ты делаешь сейчас? Хорошо и тщательно протираю весь пигмент, чтобы увидеть, где у меня пробелы. Я сейчас буду выравнивать вот эту часть, внешнюю часть стрелки, и делать ее вот такой же, как здесь. То есть там какие-то небольшие пробелы, ты прям только по ним, да, будешь работать? Ну и еще вот эту часть уплотню. Я замечала, что мастера заигрываются и работают долго на одном удобном для себя ближнем глазу, например, а на второй глаз уже не хватает анестезии, да, и устаешь, и получается так. Ты как-то чередуешь их прям, чтобы они были в одном состоянии, или работаешь максимально долго на одном, потом на другом глазу? Вот пока анестезия работает, я здесь. Сейчас я черным цветом доделываю на правом глазу, перехожу на левый глаз и буду доделывать черный цвет там. То есть, ну, вот в этот проход я хочу уложиться. То есть у меня сейчас здесь действует анестезия. Зачем мне отсюда уходить? Анестезию ты наносишь по показаниям, да? Становится чувствительно, наносишь, уходишь на другой глаз. Я в этот проход уложусь, то есть мне останется здесь только тень доделать. Поэтому я даже сейчас уйду на левый глаз, но сюда я не буду пока добавлять анестезию. Как я вытираю? Я беру ватный диск, складываю его пополам и мочу до середины. Отжимаю. На кончик набираю немного вазелина. То есть у меня ватный диск немного влажный, отжатый и с вазелином. И я, если что-то хочу убрать, посмотреть, как легло, я это делаю очень такими нежными движениями с вазелином. Если бы мне нужно было межресничку промыть, я бы это делала ватной палочкой мокрой. Сейчас вот попадаю именно в какие-то просветы точечно.
Мне нужно создать сейчас вот край внешний черного цвета, чтобы он однородно шел, чтобы не было каких-то прогибов, каких-то пробелов, то есть чтобы все было однородно. Я хочу посмотреть, все ли у меня в порядке. Здесь у меня анестезии нет, я могу попросить клиента открыть глаз, но здесь я просто фиксирую рукой, прошу посмотреть мне в глаза и буквально там за 2 секунды оцениваю, все ли у меня в порядке по форме. Закрываем. Угу. Мои движения прям вообще очень-очень мягкие и легкие. Я все делаю гладящим штрихом таким аккуратно. Все, этот глаз я пока оставлю. Перехожу на левую сторону. Надо нанести анестезию. Сейчас будет щипать сильно. Микробраш, он такой, там щеточка на кончике, поэтому надо тоже точечно наносить, лишний раз не возить по коже. Держу веко, не отпускаю и машу. Веко сейчас отекло, то есть вот здесь вот такой бугорок появился и в принципе увеличилась еще больше расширена, которую мне нужно прокрасить, но я же поставила точку, которая мне показывает, до какого момента у меня должна быть черная часть. То есть вот я сейчас должна еще прокрасить вот столько. Но окажется, что это будет слишком много. То есть если бы я не поставила красную точку, не зафиксировала бы ширину черной части, то мне бы сейчас показалось, что уже достаточно широко я прокрасила, и я бы уже ушла отсюда и не добавляла бы черный. Поэтому важно фиксировать эскиз. Мне верхний край нужно оставить не четким, поэтому я сейчас штрих делаю не параллельно ресничному краю, то есть не вот так я иду, а от внешней части спускаюсь к нижнему плотному прокрасу. Я спускаюсь в ресницы, там, где у меня максимально ярко и плотно. Я очень хорошо расправила веко, чтобы у меня было плоско в том месте, где моя игла. Я даже положила палец на реснички, чтобы мне тянуть веко. Если я чувствую, что уже не пишет, вот не идет пигмент, я не давлю сильнее, я сразу набираю. Есть такой момент, такая ошибка у новичков, когда игла перестает подавать пигмент, и ты как бы на автомате давишь сильнее, чтобы игла начала его подавать. Но таким образом очень легко заглубиться. То есть если я не натягиваю, то видно, да, вот этот вот бугорочек от отека. Когда расправляю штрих длиной примерно там 3 мм. Если отек не удается расправить, то нужно работать более мелким штрихом и как бы двигать кожу, чтобы игла все равно всегда заходила под 90 градусов. Еще промываю, смотрю. Я посмотрела, что недостаточно плотно, я прокрасила и еще раз наслаивала пигмент. Я работаю именно наслаиванием пигмента, а не глубиной. То есть если я вижу, что у меня не легло, это значит, что просто у меня было недостаточно много штрихов. Расправляю сейчас кожу ватным диском. Так удобней. То есть он всегда под рукой. Я сделала пару движений и заполнила пространство, где у меня был пробел. И я тут же вытерла, посмотрела, доделала я или нет. Так, Саша, когда ты переходишь с черной стрелки на тень, на коричневую тень, ты меняешь иглу или моешь иглу? Почему? Объясни. Я мою иглу, потому что меня устраивает диаметр моей иглы, и у меня пиксель не будет большим, это 30-й диаметр, мне он подходит, поэтому я просто промою, зачем мне менять картридж, я набираю в носик немножко воды, держу его там и на ватный диск убираю черную краску. Когда он начинает чистым рисовать, можно работать уже коричневым. И желательно, это мое наблюдение, убрать пигмент черный, вообще просто, чтобы его там даже не было. Ну, у Саши он просто закончился, да, и тут хорошо видно. Но я видела во время обучения, как мастер ошибается. Лучше, еще раз, убирать
пигмент, которым нельзя пользоваться, вообще просто в сторону отодвигать, потому что набирают постоянно и начинают работать черным цветом там, где надо работать коричневым. Но это сейчас не про Сашу речь, а про тех, кто только начинает, только переходит на тени. Перед тем, как прокрашивать тень, ты садишься посмотреть по симметрии своей стрелочки? Или как зафиксировала, так зафиксировала? Там из-за отека могут появиться изменения, там вот это вот все. Расскажи. Да, я просила открывать глаза. Я уже сравнила, что у меня все симметрично по черному цвету. Сейчас я вижу границу, до которой мне нужно сделать мою тень коричневую, поэтому я уже не смотрю. То есть я уже проверила, меня все устроило, и я буду продолжать работать коричневым. То есть мастер должен быть уверен, что он зафиксировал. Уверен он за счет того, что ты там ставила красные точки, допустим, да, и за них не выходила. И если сейчас сесть и смотреть по форме, то, скорее всего, там небольшой отек вызовет какие-то вот ощущения, что что-то пошло не так, надо дорисовать, там, вытянуть, еще что-нибудь. Но это делать нельзя, да? По отеку работать это прям табу, ты же помнишь, да? Да. Потому что отек искажает. Но опять же, я просила открыть глаза, чтобы проверить, насколько у меня симметрично к носу сошлись линии, то есть не разное ли там расстояние до внутреннего уголка. То есть я вот эти моменты посмотрела. Самое интересное, сейчас Саша нам расскажет, покажет, как натягивать кожу, как класть теневые штрихи. У меня здесь сейчас отек. То есть мне нужно прям очень хорошо сделать плоским это место. Я беру ватный диск, кладу его прям на отек сверху, как бы прижимаю, чтобы он у меня расправил, помог мне расправить кожу чуть-чуть на меня. Угу. Также пальцем вытягиваю, расправляю. То есть хвостик у меня не на косточке находится, чтобы у меня штрихом не заглубиться на кости. Нашла себе ровное место, оттягиваю в третью сторону мизинцем. И до своих красненьких точечек я начинаю укладывать штрихи. То есть я из черного начинаю набирать ширину. Более медленными гладящими движениями набираю тень. И тут же протираю, смотрю, что у меня остается. То есть, в принципе, каждое мое движение, каждый мой штришок остался. И получилась такая легкая-легкая дымка. Задача не в появлении точек, да, а в появлении такой нежной дымки, то есть тени на любой зоне, на мой взгляд, на Сашин походу тоже, да, это именно тень, а не точки. Ни на бровях, ни на веках, ну и на губах тоже, понятное дело. Если я чувствую, что у меня не идет пигмент, я не углубляюсь, я не давлю. Я лучше наберу пигмент, посмотрю, поэтому ли он не идет. Потому что я вот как должна в этом месте работать прям максимально поверхностно. Я чувствую прикосновение иглы, я чувствую вибрацию минимальную, и этого достаточно. Ты всегда натягиваешь ватным диском? Да, всегда натягиваю ватным диском, потому что практически, это удобно, во-первых, вытирать, да, потому что он всегда под рукой, не надо тянуться за ним, а здесь надо вытирать часто на тенях. Ну и плюс им удобно натягивать, помогает делать плоским. Немножко утолщу кончик, слегка. Если ты понимаешь, что ты прикоснулась к коже, но цвет не остается, ты что делаешь? Проверяешь, не сбился ли вылет иглы, да? Да. Проверяешь, не кончился ли пигмент в носике, да? И только когда ты убедилась, что все нормально, ты можешь усилить давление, правильно? Верно. Ну, если я вижу, что у меня вот большое расстояние, да, вот моя точка, вот окончание моей тени, то я как бы в два этапа буду это делать, чтобы мне слишком длинный штрих не вести сейчас. То есть я сначала как бы два блока, да, получается? Да, то есть я сначала переход сейчас уплотню, а потом... Ты начинаешь свой штрих в черном, в прозрачной части черного, прям Конечно, там, да? Я на него захожу прям прилично, то есть где-то миллиметра там на 2, наверное. Ты всегда начинаешь тень с кончика? Или, может быть, с середины глаза можешь начать? Зависит от чего-то это? Чаще с кончика. Просто постепенно, плавно двигаюсь. То есть в растушевке очень важно прям натянуть кожу. Если она будет такая рыхлая, с морщинками, то обязательно там где-то будут пятна. Будет цепляться за неровности кожи игла, и будут оставаться огромные точки. Поэтому натяжение прям большую роль играет в равномерности. Натягиваешь и вытягиваешь на ровное место, да? В три стороны натянуто, как на пяльцах.
Да, то есть я указательным тяну от себя, большим на себя, мизинцем вправо. Ватный диск у тебя смочен водой и немножко вазелина, да, чтобы стиралось легко, Да, то есть скользило. я с одного раза вытерла, смотрю. По сути, ты тень прокрашиваешь, идешь до конца и больше уже не возвращаешься, так? Да, За собой оставляешь след, который тебя устраивает, и все, и потом на второй глаз пойдешь, правильно? Да, все верно. Ну, по сути, у нас здесь анестезии и нет. То есть она была уже давно, но здесь вот, когда мы первично наносили. Но это место прям, оно по сравнению с межресничкой вообще нечувствительно. На самом деле многие мастера работают на тенях вообще без анестезии. И ты же наверняка пробовала без анестезии вообще чисто работать, когда просто тень, например, на уже готовую стрелку кладешь. Да. Это работа настолько поверхностная и безболезненная, что анестезия там не нужна. Поэтому ее делает Саша в конце, правильно? Тень я имею в виду. Основная работа – это все-таки стрелка, межресничка, там, где ты более плотно работаешь. И самые неприятные ощущения для клиента. А тень – это уже такая ерунда, что поэтому в конце она. Или бывают случаи, когда ты начинать с тени все-таки начинаешь? Нет? Вообще не было. Нет, да. Ну, у всех свои привычки в работе. Ну вот я сейчас слабо вижу точечку, но я ее вижу. Я сейчас хочу до нее дотянуть, а потом соединить эти два кусочка. Здесь вот тоже на зрачке такое место опасное, ну, в плане, что здесь не плоско получается, но можно попросить клиента, чтобы внутри, да, с закрытыми глазами на переносицу смотрели, чтобы было удобнее натянуть. Саша, получается, все твои штрихи имеют направление во внешнюю часть стрелки, да? То есть как бы наискосок, не спеша ты прокрашиваешь в 2 слоя в широком месте и в 1 слой в кончике во внешнем, Да, правильно? то есть мой штрих примерно 4 миллиметра, наверное. В длину 4 миллиметра? Да, то есть я из черного, я на черный накладываю где-то на пару миллиметров, чтобы у меня черный цвет смешался с коричневым. Угу. Так, я сейчас вижу, что ты сменила направление штриха. В какой момент ты это делаешь и почему? Мне стало вот так вот, вот в этом месте неудобно. Я не могу здесь правильно расправить. И я поэтому пересела, и наоборот отсюда, сейчас у меня тем более здесь заужается. Пересела, это получается, ты чуть-чуть передвинулась по отношению к голове клиента, да? Да. И я даже кладу палец на реснички, видите? Чтобы прям распрямить. максимально плоско, да, было. По своему опыту знаю, что если сейчас поставить там палец рядом с местом ее работы, даже вибрации не ощутишь, настолько легкие прикосновения. И именно вот эта легкость дает минимальное изменение цвета. То есть вот иногда говорят, да что ж такое, даже отека нету. Ну, при правильной работе отек есть, он настолько минимальный, что его почти незаметно ни на фотографиях, ни, не знаю, ни на видео, когда клиент там открывает, закрывает глаза, ну, сразу после процедуры. Легкие, нежные прикосновения все. И ставить руки, и протирать, и наносить штрихи сами, накладывать. Как часто нужна коррекция у тебя на таких процедурах? Ну, чаще сейчас вообще без коррекции происходит все. Единственное, ну, конечно, от ухода много зависит, если уже там... То есть тут кожа настолько тонкая, пигмент настолько концентрированный, что, ну, правда, там остается практически 90%, может быть, даже 100%. Получается, где-то вот во внешней части стрелки я работала, ну, сидя из-за головы больше. А сейчас там, где мне нужен мелкий штришок, когда у меня сужается форма тени, я пересела и делаю штрих в противоположную сторону. Ну, это не, ну, это как бы не правило, я считаю, просто тут от размера, наверное, руки зависит, от того, как ты сидишь. Ты делаешь тень полностью на одном глазу, потом переходишь и делаешь полностью на другом или скачешь туда-сюда? Полностью на одном сейчас доделаю и пойду туда. Ну, потом сравню, где-то, если нужно, еще доделаю какие-то детали. Ну, я думаю, что такая скорость как бы прокраса нормальная. Это, ну, вот довольно быстро она прокрашивает вместе с разговорами. И совсем она, это Саша, я имею в виду. Потому что пигменты концентрированы очень. То есть эффективен, результативен каждый штрих.
максимум. Например, на тенях сильно разбавлять пигмент. Если вы только начинаете, если мастер начинающий, то можно разбавить пигмент, но тогда его будет меньше видно, точки будут, но они будут полупрозрачные, и из-за того, что меньше видно, будет сильнее нажим. То есть ты же, наверное, так же примерно учишь, да? Лучше сразу с правильной концентрацией пигмента начать и с правильного нажима, чем ковыряться бесконечно полупрозрачным пигментом. Поэтому сильно разбавлять пигменты на тенях не стоит, буквально 2 капли, чтобы вот мягче ложилось. А какая концентрация там у тебя? Сколько на сколько? 6 пигмента, 2 разбавителя. То есть вот в этом случае 6 капель пигмента кофе, это наши пигменты, NE Pigments, и 2 капли разбавителя тоже нашего. Но разбавляем мы пигмент не для того, чтобы он стал прозрачным, прям, потому что прозрачным пигментом можно работать слишком долго и травматично по итогу. Штрихи твои только на себя, да, получается, всегда? Да, выпуск, то есть на тенях в 2 стороны не делаю. Никакого маятника. Получается, примерно от кончика стрелки до 1/3 глаза ты из межреснички во внешнюю часть, да, а остальную часть ты уже наоборот с внешней части в межресничку, такое движение, да? Наш видеоурок подошел к концу. Очень интересный, очень насыщенный. Я задавала много каверзных вопросов Саше, она справилась, на все на них ответила. И сейчас в 3 словах расскажет вообще о процедуре, может, какие-то особенности там она учла. Процедура у нас прошла успешно, появился небольшой отек в процессе, но пигмент ложился замечательно, черный особенно лег быстро. К концу процедуры отек спал и стало очень просто работать, было все комфортно и безболезненно практически, да? Теперь осталось правильно ухаживать, нужно будет сегодня зону татуажа промыть. Промываем зону татуажа через каждые 3 часа с мылом, обрабатываем хлоргексидином. Через каждые 3 часа сегодня до конца дня промываем. И с завтрашнего дня не мочим, не чешем, не трогаем, не распариваем кожу лица. И самое главное — это хранить корочки. Шелушение появится где-то на 5-й день, может быть на 4-й. Самое главное, чтобы оно сошло естественным путем, равномерно. То есть не чесать, не красить ресницы и не умывать глаза. То есть можно уголки глаз промывать ватной палочкой аккуратно по утрам, и этого будет достаточно. На утро завтрашнего дня появится максимальный отек. Сегодня к концу дня он пропадет, завтра появится, пусть не пугает вас, прикладывайте сухой холод, и он будет быстро отходить. Все, всем спасибо за просмотр, за то, что были с нами. Еще раз напомню, меня зовут Александра Кузнецова, я амбассадор самых лучших пигментов NE Pigments и также топ-мастер школы Елены Нечаевой и директор студии Реброми в Краснодаре. Всем спасибо, пока. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, наш канал будет много таких видео дальше.